Приветствую, друзья! В сегодняшнем выпуске наводнение в Болгарии, пылевая буря в Турции, крушение самолетов в Бразилии, наводнение в Индии, а также много других событий. Оставайтесь с нами до конца, будет интересно! В Нижегородской области весенний паводок в селе Шилокша разрушил часть автомобильного моста. Инцидент произошел на фоне резкого подъема уровня воды в местных водоемах, что также спровоцировало подтопление десятков придомовых территорий. В результате разгула стихии никто не пострадал, и на данный момент эвакуация населения не требуется. Тем не менее, власти заблаговременно подготовили пункт временного размещения, способный принять жителей в случае ухудшения ситуации. Для обеспечения жизнедеятельности отрезанных участков и помощи населению спасатели организовали лодочную переправу, а также наладили регулярный подвоз питьевой воды. В настоящее время участок дороги в районе обрушения полностью перекрыт. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг паводковой обстановки для оперативного реагирования на новые угрозы. Еще один мост унесло течением в Суздале, Владимирской области. Резко поднявшийся уровень воды в реке Каменке сорвал с опор и унес вниз по течению деревянную переправу, располагавшуюся в районе Спаса-Евфимиева монастыря. На 31-м километре шоссе Бангнатрат в провинции Самут-Пракан в Таиланде бетоносмеситель упал с разворотного моста. По сообщениям полиции, грузовик, следовавший в сторону Чонбури, пробил ограждение эстакады и рухнул на экспресс-полосу трассы, ведущую в Бангкок. В результате падения автомобиль получил серьезные повреждения, а 61-летний водитель вылетел из кабины на дорогу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Помимо самого бетоносмесителя, повреждения получил проезжавший мимо легковой автомобиль, в который попали обломки конструкции и детали грузовика. Падение тяжелой техники спровоцировало значительные заторы. Были заблокированы 2 полосы движения, что заставило власти временно перекрыть участок дороги. В Раимбекском районе Алматинской области на участке трассы республиканского значения произошло обрушение дорожного полотна. Инцидент случился из-за резкого повышения температуры и последовавшего интенсивного снеготаяния, в результате чего талые воды подмыли основание дороги. Масштаб разрушения оказался настолько значительным, что движение на данном отрезке было полностью парализовано. По сообщениям местных властей, в районе места происшествия отсутствует альтернативная объездная дорога, что фактически отрезало несколько населенных пунктов от основного транспортного сообщения. На месте уже работают специалисты дорожных служб. Полиция выставила посты безопасности, чтобы предотвратить проезд транспорта в опасную зону. Сроки ремонта будут зависеть от стабилизации паводковой ситуации в регионе. Живописное болгарское село Бачково, расположенное в горах Родопы, оказалось во власти водной стихии. После более чем суток непрерывных проливных дождей ситуация в населенном пункте и его окрестностях резко обострилась. Интенсивные осадки привели к тому, что горные потоки вышли из берегов и превратили улицы в бушующие реки. Основной удар пришелся на жилые районы и туристическую инфраструктуру. Вода затопила десятки дворов и подвалов. На отдельных участках дорог движение стало полностью невозможным, что временно изолировало некоторые части села. Особое беспокойство вызвала ситуация в районе знаменитого Бачковского монастыря. Местный водопад вышел из берегов и затопил популярный ресторан, находящийся в непосредственной близости, а также повредил участки прилегающей дорожной инфраструктуры. Последствия разгула стихии видны повсеместно. Зафиксированы серьезное разрушение дорожного покрытия, множественные оползни и массивные наносы из камней, грязи и вырванной растительности. Несмотря на масштаб происшествия и материальный ущерб, представители местных властей подтвердили, что пострадавших среди населения и туристов нет. В настоящее время в пострадавших районах ведутся восстановительные работы.
В пятницу на северном побережье бразильского штата Риу-Гранди-ду-Суль произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 4 человек. Легкомоторный самолет протаранил здание в курортном городе Капао-да-Каноа. Трагедия случилась утром на оживленной улице неподалеку от местного аэродрома. Согласно свидетельствам очевидцев и записям камер видеонаблюдения, воздушное судно летело на опасно низкой высоте, зацепило столб во время взлета и, потеряв управление, рухнуло на здание закрытого в тот момент ресторана, которое также использовалось как жилое помещение. Момент падения сопровождался мощным взрывом и последующим пожаром, дым от которого был виден за несколько километров. На борту находились 4 человека – пилот, супружеская пара предпринимателей, а также бизнесмен и совладелец компании-владельца самолета. Все они погибли на месте. Пламя после крушения быстро перекинулось на соседние жилые постройки, однако жильцы дома, на который пришелся основной удар, успели вовремя эвакуироваться и не пострадали. В настоящее время специалисты авиационных ведомств Бразилии выясняют точные причины произошедшего. Вслед за Грецией песчаная буря из Сахары охватила значительную часть Турции, включая популярные средиземноморские курорты. Плотные облака пыли, принесенные южными ветрами, накрыли Анталью, Аланью, Мерсин и Адану, а также достигли Стамбула. Из-за высокой концентрации частиц песка небо в этих регионах приобрело необычный ярко-оранжевый и кроваво-красный оттенок, создавая марсианские пейзажи. Видимость на дорогах и в прибрежных зонах существенно снизилась, а качество воздуха упало до опасных уровней. Метеорологическая служба Турции ввела желтый уровень опасности в 31 провинции, предупреждая не только о пыли, но и о возможных грязных дождях, когда осадки смешиваются с песком и оставляют налет на автомобилях, домах и одежде. Жителям и туристам, особенно страдающим астмой, аллергией или хроническими заболеваниями дыхательных путей, настоятельно рекомендуется оставаться в помещениях, держать окна закрытыми и использовать защитные маски при выходе на улицу. Ожидается, что запыленность атмосферы сохранится в течение нескольких дней, постепенно ослабевая по мере изменения направления ветра. В Анучинском муниципальном округе Приморского края ликвидировано крупное возгорание сухой растительности вблизи села Чернышевка. По сообщениям очевидцев и оперативным данным, пожар вспыхнул на открытой местности и из-за ветреной погоды быстро распространился по окрестным полям. Благодаря своевременному реагированию и действиям местных жителей огонь удалось остановить до того, как он перекинулся на жилые постройки и лесной массив. В результате происшествия выгорели значительные площади полей, однако инфраструктура села и частные домовладения не пострадали. Погибших и раненых нет. Природа продолжает испытывать на прочность юго-запад Саудовской Аравии. На регион Асир обрушились катастрофические ливни, превратившие город Мухаил в зону стихийного бедствия. Мощные потоки воды, вызванные аномальными осадками, за считанные часы затопили городские кварталы, превратив привычные улицы в бушующие реки. Местные власти немедленно ввели режим повышенной готовности, призывая жителей проявлять предельную осторожность и по возможности не покидать свои дома, так как внезапные паводки в этом гористом регионе представляют смертельную угрозу из-за своей скорости и непредсказуемости. Спасательные службы работают в усиленном режиме, расчищая завалы и оказывая помощь тем, кто оказался заблокирован в водной ловушке. Это наводнение стало очередным напоминанием о растущей интенсивности климатических явлений на Аравийском полуострове, где даже засушливые районы все чаще сталкиваются с разрушительной силой воды. Округ Визео на севере Португалии столкнулся с природными пожарами, охватившими территории сразу в 2 муниципалитетах – Сатан и Резенде. В муниципалитете Сатан огонь вспыхнул в районе населенного пункта Ламаш. Причиной возгорания стала сельскохозяйственная уборка, которая вышла из-под контроля. На борьбу с огнем были оперативно направлены более 70 пожарных и свыше 15 единиц техники. Сложные погодные условия способствовали быстрому распространению пламени по лесным массивам и кустарникам, создав угрозу перехода огня на соседние территории.
Параллельно с этим чрезвычайная ситуация возникла в муниципалитете Резенде, где лесной пожар уничтожил около 17 гектаров растительности. В ходе оперативного расследования сотрудники Национальной республиканской гвардии задержали мужчину, подозреваемого в неосторожном обращении с огнем, которое и привело к возгоранию в этом районе. В четверг мощный грозовой фронт обрушился на южные регионы штата Айова, превратив весенний пейзаж в зимние декорации. Эпицентром стихии стал город Атамуа, где интенсивные атмосферные осадки за считанные минуты покрыли землю плотным слоем льда. Крупные градины в сочетании с ливневым дождем практически полностью скрыли дорожное полотно и тротуары. По сообщениям метеорологов, причиной столь резкого ухудшения условий стали кратковременные, но крайне активные грозовые ячейки. Прохождение фронта сопровождалось шквалистым ветром, который нанес локальные повреждения инфраструктуре и частным владениям. Экстренные службы ведут оценку последствий стихии. Метеослужба штата, в свою очередь, предупреждает, что весенний сезон штормов в этом году только набирает обороты. В Астане ликвидировано возгорание на колесе обозрения. В центральной части аттракциона в электрическом щите питания возник пожар. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно эвакуировали 7 посетителей. Для тушения огня пожарные применили специализированную ранцевую систему, что позволило быстро справиться с пламенем. В результате происшествия никто не пострадал. После завершения работы и проверки систем аттракцион возобновил свою деятельность и в настоящее время работает в штатном режиме. На индийский штат Раджастхан обрушился мощный градовый шторм, вызванный активным западным возмущением. Основной удар стихии пришелся на северные и западные районы штата, включая округа Шри-Ганганагар, Биканер, Джайсалмер и Ханумангарх, где проливные дожди сопровождались крупным градом и шквалистым ветром со скоростью от 40 до 70 км в час. В столице штата Джайпуре в результате инцидентов, вызванных сильной пыльной бурей и ливнем, погибли 2 человека. В округе Джайсалмер, особенно в районе Начна, поля оказались покрыты толстым слоем льда, что привело к практически полной потере урожая кумина и исабгола, который находился на стадии созревания или уже был срезан для просушки. В Биканере и Аджмере порывы ветра вырывали с корнем деревья, повредили линии электропередач и сорвали крыши с построек. Температура воздуха в пострадавших регионах резко упала на 5-7 градусов Цельсия, принеся временное облегчение от весенней жары, но обернулась катастрофой для фермеров. Метеорологический департамент Индии объявил желтый уровень опасности, предупредив, что нестабильная погода с грозами и градом сохранится в Джодхпуре, Биканере и Джайпуре до 7 апреля из-за прохождения серии последовательных атмосферных фронтов. Город Буэа, расположенный у подножья активного вулкана на западе Камеруна, оказался во власти разрушительной стихии. Тропические ливни, не прекращавшиеся несколько часов, спровоцировали масштабное наводнение и сход селевых потоков с высокогорных склонов горы Камерун. Огромные массы воды, смешанные с камнями, грязью и обломками деревьев, хлынули на городские улицы, превратив их в бушующие реки. Основной удар пришелся на жилые кварталы и торговые зоны, где уровень воды за считанные минуты серьезно поднялся, заблокировав жителей в их домах и парализовав движение транспорта. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре города. Потоки воды размыли основные дороги и повредили линии электропередач, оставив часть Буэа без света и связи. На пике непогоды экстренные службы провели эвакуацию людей из наиболее затопленных низин. Ситуация в регионе осложняется продолжающимися осадками и риском повторных сходов воды с возвышенностей. На индийский город Пуна, изнуренный аномальной жарой, внезапно обрушился мощный шторм, сопровождавшийся грозой и крупным градом. Резкая смена атмосферного давления и столкновение воздушных масс привели к тому, что всего за 2 часа на город выпало аномальное количество осадков, парализовавшее жизнь мегаполиса.
Согласно данным метеостанций, в разных районах города выпало от 65 до 84 мм осадков. Эти показатели стали абсолютным максимумом для апреля за весь период официальных наблюдений, ведущихся с 1896 года, побив рекорды вековой давности. Стихия нанесла серьезный урон городской инфраструктуре. Ливневые стоки не справились с колоссальным объемом воды, что привело к мгновенным затоплениям низменных участков дорог и транспортному коллапсу на ключевых развязках. Местные жители сообщали о граде необычного размера, который повредил автомобили и посевы в пригородах. Экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий подтоплений и уборки поваленных деревьев. Метеорологи связывают столь агрессивное проявление погоды с резким температурным контрастом, подчеркивая, что подобные климатические аномалии становятся все более частыми для весеннего периода в штате Махараштра. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.